Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Твоя идея обчистить магазин пуховиков была шикарной. Смотри. Хорошенький, да? Хорошо, да. Всем привет! Это Орел и Решка, чудеса света. И мы в карликовом княжестве государстве Андорре. Ну, какие ведущие такое государство? Иксесочка. Так вот, первые последствия карликовости. Мы не в аэропорту, как обычно, а в центре города, потому что здесь нет аэропорта. Да тут вообще, Вась, много чего нет. Так это говорит пессимист, а я говорю оптимист, что здесь очень много чудес. Поэтому давай быстрее подкидывай монетку и узнаем, кто будет шиковать, а кто нет. Орел. Решка. Давай, я держу эмоции, держу. Да, можешь не держать. Плюсы есть. Зато тебе не надо будет тратиться на проезд до центра города. Ага. Спасибо, спасибо. Давай, иди к своим этим мальчикам с пальчиком, Ланнистером, крошки, картошки, паспорту. Андорра – крошечная европейская страна между Францией и Испанией. Она гордо носит звание княжества и считается одним из лучших в мире мест для жизни. Разве не чудо то, что Орел и Решка еще никогда здесь не бывали? Мне нелегко это говорить, но Вася была права. Так как аэропорта здесь нет, то тратиться на дорогу до центра города не нужно. Вон, пожалуйста, центр историк. 2 минуты. 2 минуты. Фу. Мы прибыли в самое сердце Андорры, его столицу, город Андорра-ла-Велья. Именно отсюда туристы и начинают знакомство с этой уникальной страной. Андорра настолько крохотная, что богатый турист за один уикенд может объехать ее всю. Для этого нужна лишь классная тачка. Porsche Cayenne Turbo. На первый взгляд, это просто понты. Но на деле это вездеход в лакшери упаковке. 550 лошадиных сил. Разгоняется до сотки за 4 секунды. Go-go-go! Вот такой вездеход мне и нужен! Вау, слушай, красиво. Андорра – живописнейшая страна, которая компактно втиснулась среди Пиренейских гор. Чтобы вы понимали, насколько Андорра малюсенькая страна, я вам сейчас покажу вот такой прикол. Вот здесь вот Андорра начинается. Так, засекаем время. Старт, старт, старт! Площадь всей Андорры всего 468 квадратных километров. Это как пол Киева. Обалдеть! Здесь уже заканчивается Андорра. За 58 минут 29 секунд. Я проехала через всю страну, вы представляете? Да в больших городах мы за такое время даже до работы добраться не успеваем. Такая-то маленькая крохотулечка. Правление крохой Андоррой на протяжении многих столетий делили французы и испанцы. И такое интернациональное прошлое не прошло бесследно. На сегодняшний день у Андорры нет президента. Эта страна до сих пор подчиняется французскому президенту и испанскому епископу. У Андорры нет своего андорского языка. Здесь говорят на каталанском, испанском и французском. А еще... В Андорре нет и никогда не было своей собственной валюты. Ну, разве только коллекционные монеты. Поэтому здесь мои $100 превращаются
82 евро. Какое-то грустное превращение. На протяжении многих веков Андорра была мало кому интересна. Труднодоступная, затерянная высоко в холодных заснеженных горах, без обилия каких-либо полезных ископаемых. Но все изменилось в прошлом веке, когда у людей появились машины, а в Андорре хорошие дороги. Андорцы поняли, что основное их достояние – снег, и он тоже может приносить деньги. Такое впечатление, как будто попадаешь в какую-то волшебную снежную сказку, потому что везде вот эти темно-зеленые таинственные ели, леса, сосны, и все покрыто кристально чистым снегом. Прям, ну, это волшебство какое-то. Буквально за последние 50 лет в Андорре настроили высококлассных горнолыжных трасс, роскошных спа-центров и шикарных отельных комплексов. Страна стала одним из лучших горнолыжных курортов Европы. Теперь ежегодно Андорру посещают порядка 8 миллионов туристов. И это при населении в 77 тысяч. Глобальные изменения коснулись и столицы Андорры. Раньше Андорра-ла-Велья была обычной деревней с десятком вторым домов. А за последние несколько десятилетий здесь настроили современных домов и зданий. Но при этом сумели сохранить и уникальные старые сооружения. В Андорре один из самых древних парламентов Европы. И турист может на него посмотреть. Слушайте, ну больше похоже на средневековый замок, чем на парламент. Рапунцель, спусти петицию! Это здание было построено аж в начале 15 века. Именно здесь заседали и принимали важные для страны законы представители всех 7 приходов, или провинций по-нашему. Ну вот, собственно, здесь заседал парламент. И за исключением вот этих офисных стульев, микрофонов и ламп, все так и было. Но поверьте, это еще не самое занимательное. Вот он, главный артефакт парламента. Шкаф за 7 замками. 7 замков, 7 ключей, 7 провинций. Внутри хранились главные документы страны. Чтобы его открыть, нужно было присутствие всех 7 представителей провинций. Иначе заседание считалось несостоявшимся. Несмотря на то, что здание парламента почтенного возраста, оно до сих пор считается одним из самых комфортабельных парламентов в мире. И вот почему. Оказывается, у депутатов в парламенте даже были своя кухня, столовая и гостиница. Но вот затянулось заседание допоздна. А в безасфальтовые времена ехать домой ночью на лошади 30 километров. Да ну, лучше заночевать здесь, еще и накормят. Сегодня в парламенте Андорры практически никого нет. И это не потому, что у местных депутатов выходной. Просто в целях сохранения исторического здания его решили использовать по минимуму. Конечно, сегодня парламентарии заседают в более современном здании, но торжественные приемы и заседания до сих пор проходят в старом. И я их понимаю, потому что там невероятно атмосферно. Я бы вот тоже там позаседал. Считается, что именно в Андорре живут одни из самых счастливых людей на планете. Пришло время узнать секрет их счастья. Один из первых пунктов – экология. Какой здесь воздух! И дело не только в горах, которые окружают княжество. Просто тут его никто не портит. Ну, я имею в виду там заводы, фабрики, прочую промышленность. Я Розер Сунье, спикер парламента Андорры. Население нашей страны небольшое, поэтому заводы и фабрики нам просто не нужны. По большому счету нас кормит туристическая сфера. Второй пункт – спокойствие. Андорра – это про безопасность. Местные говорят, что если оставить сумку и прийти за ней на это же место на следующий день, то она будет вас ждать. Дело в том, что здесь все друг друга знают. Ну кто будет воровать у знакомого врача, у знакомого учителя, коллеги на работе? Никто.
Меня зовут Антони Джазана Ривьера. Я гражданин Андорры. Мне 72 года, и я всю свою жизнь прожил в этой стране. Для меня самый главный плюс Андорры – безопасность. Здесь я даже могу оставить машину с ключами в замке зажигания и буду уверен, что ее никто не угонит. И третий пункт – поддержка. Меня зовут Хуан, и у меня здесь бизнес, рыбный магазин-ресторан. Что важно, в Андорре очень низкие налоги на все. Например, на продукты питания 1%, на алкоголь 4,5%, а, например, в соседней Испании налоги на все от 20% и выше. И даже во времена карантина предприниматели получают поддержку от государства. Например, мы сейчас платим половину аренды помещения, а вторую половину платит государство. То же самое с зарплатами сотрудникам. Чисто, безопасно, все друг друга знают. Ну вот прям рай. Прям такой горный, маленький зимний рай. Туристу в Андорре тоже есть где разгуляться. Одно из главных развлечений – шопинг. Многие европейцы называют Андорру страной-магазином. Дело в том, что здесь их рекордное количество – более 3000. А еще в Андорре нет пошлины на торговлю, а значит, это страна сплошной duty-free. Известные бренды здесь можно купить на 20, 30 и даже 60% дешевле. Поэтому шопиться сюда приезжает пол-Европы. Говорят, в Андорре цены дешевле, чем в остальной Европе. Это они на e-каталог не заходили. Там же найти можно все, что угодно и по выгодной цене. Так, вот я, например, выбрал себе планшет. Сразу два понравились. Сейчас сравним. Вот этот и этот. В табличке мне показывают характеристики. Реально теперь выбрать легче. Не знаю, как в Андорре, но на e-каталоге шопинг и выгодный, и удобный. Ссылка, как всегда, в описании. Но, конечно же, самые главные развлечения в Андорре связаны со снегом, а их себе могут позволить только состоятельные туристы. Вау, какой же он красавчик! Ой, такой красивый! Первое развлечение – полет на вертолете к снежным вершинам. О, боже мой, обалдеть! Буквально как будто, вы знаете, вот так вот пум, отпрыгнули, как мячик. Класс. Это уровень. Вертолетный тур в Андорре – это путешествие в зимнюю сказку. Боже мой, я такого никогда не видела! Андорра разместилась в самом сердце Пиренейских гор. Да что там говорить, по сути, вся Андорра – это и есть сплошные, высокие, скалистые, неприступные горы. Небольшие города и деревни разместились лишь в нескольких долинах между них. Обалдеть, боже мой, такие гигантские хребты, которые покрыты снегом. И знаете, еще так круто, когда их заливает солнышко. Прям вот снежочек такой хрустальный становится, он прям переливается. Такой идеалистический зимний пейзаж создается за счет уникального климата Андорры. На здешних вершинах круглый год лежит снег, и при этом большую часть года светит солнце. Слушайте, мы так настолько рядышком подлетаем под этим горным хребтам, что кажется, как будто я могу дотронуться до них руками. Вот буквально, я не знаю, в нескольких метрах. Боже мой, как круто! Главная особенность вертолетного тура – остановка прямо среди гор. Обалдеть, вы представляете? Сзади меня пилот сажает наш вертолет посреди гор! Обалдеть! Вот это кайф!
Ой, как круто! Мы здесь одни! Ой, я провалилась! Вау! Я не могу, боже мой, как это прекрасно! Когда на тебя светит солнышко, и ты практически одна посреди снежной пустыни. Кажется, что кто-то просто взял и заботливо укрыл все эти горы пышным белоснежным одеялом. А, как же здесь круто! Нереальная красота! Ой, потрясающе! Бюджетному туристу, чтобы хоть как-то взглянуть на андорские вершины с высоты, нужно в столице сесть на автобус. Так, куда бы сесть? Тут, в принципе, полстраны можно в автобус посадить. Доехать до города Канилья, а потом еще пройтись чуть-чуть пешком. С ума сойти. Ну вот она, Рок-дель-Кёр, что в переводе «Ё-моё, как тут волшебно и красиво». Рок-дель-Кер – это бесплатная смотровая площадка, которая представляет из себя 20-метровую дорожку, 12 метров которой висит просто над пропастью, без всякой опоры. Но главное – это, конечно же, вид, который с этой смотровой открывается. Вон, даже мужик уже который год сидит на холодном и восхищается этими пейзажами. Чума. На самом деле это не просто мужик, это мыслитель. Его создал испанский скульптор специально для смотровой Рок-дель-Кер. С тех пор он сидит, смотрит на горы и думает о вечном. Сложно представить для этого места более подходящий концепт. Кстати, отсюда, с высоты почти 2000 метров, страна абсолютно не кажется карликовой. За счет вот этих гор и пейзажей она становится объемнее, набирает веса. А я продолжаю знакомиться со снежными развлечениями, которые предлагают богачам в Андорре. Я еду в элитный горный клуб Гранд Валира, где меня ждут разнообразные аттракционы со снегом. Гранд Валира – самый крупный горнолыжный курорт Андорры. 210 километров трасс, 112 склонов, 66 подъемников, спа-центры, рестораны, кафе. Здесь же находятся специальные клубы, которые помогают богачам организовывать отдых по высшему разряду. Горный клуб Гранд Валира – это частный клуб. Его концепция – любить и жаловать клиента со всех сторон. Так. Привет, вы меня ждете? Добро пожаловать в Гранд Валира. Спасибо. Чтобы попасть в этот клуб, не обязательно быть его членом. Достаточно просто приобрести VIP-обслуживание стоимостью 500 евро в день. Самое главное, что входит в этот пакет – личный помощник. Дело в том, что именно он способен решить все ваши прихоти и проблемы, начиная от экипировки, выбора развлечений и брони ресторана до няни для детей и доставки еды прямо на склон. Проходите, пожалуйста. Первым делом вам подбирают снаряжение. Далее экипировка. О, да слушай, я бы сама бы это не надела на самом деле. После вас доставляют на вершину. Мой помощник говорит, что для VIP-клиентов здесь даже отдельная дорожка. То есть не надо толпиться с другими людьми. Но, правда, сейчас коронавирус, никого нет, но все равно удобная функция, пользуйтесь. Thank you. Ну а на вершине вас ждет урок по катанию на лыжах или сноуборде. Я выбрала второе. Это будет, кстати, мой первый раз, мое первое катание на сноуборде. Главное не сломать голову и вообще любую часть тела. Будет сложно.
Бюджетному туристу лыжи в Андорре не светят. Да и сноуборды тоже. Экипировка, снаряжение и подъемники влетят в копеечку. Минимум $100 в день. Поэтому мне остается довольствоваться бесплатными достопримечательностями Андорры и ее столицы. Слушайте, здорово, что по всему городу разбросаны произведения искусства. Вот, пожалуйста, все-таки недалеко от Испании, поэтому знаменитые часы Сальвадора Дали. Современно, концептуально. Так, стоп. Это не произведение искусства. Сделай селфи. Это в прямом смысле. Селфи. Палка. Секунду. Поскольку туризм – основной доход страны, то о туристах здесь переживают и заботятся. Вот, например, одинокому путешественнику не нужно париться насчет фоточек и просить помощи у прохожих. Просто фиксируем телефон на подставке. Ставим таймер. Принимаем позу безбожно красивого человека. Хорошо. Андорра Лавель. Я так и планировал. А, слушайте, тут еще QR-код. Ха. Представляете, по QR-коду переходишь на сайт, и там показывает, где стоят еще такие селфи-палки. Оказалось, что таких селфи-поинтов порядка 30 по всему княжеству, у разных достопримечательностей и просто в красивых местах. Так что, девчонки, приедете в Андорру, не берите с собой своего селфи-парня. Тут есть своя селфи-палка. Прикольно. Вот он, белоснежный склон, на котором меня и будут учить кататься на сноуборде. Вау, так освещается, круто! Как небесный рай. Итак, инструктаж. Ой, слушайте, он такой скользко! Матерь Божья! Это что, уже надо кататься? Я покажу вам, как пользоваться сноубордом. Если вы правша, вам нужно встать так, чтобы правая нога была впереди, а если левша, то левая. Вот в таком положении. Нужно встать на сноуборд и регулировать направление наклоном тела. Есть 3 основных движения – вперед и наклоны вправо, влево, чтобы затормозить. Неопытного сноубордиста сразу с горы никто не спускает. Сначала тренировка с помощью троса. Держишься за него и пытаешься почувствовать доску. Беру змея, душу. Оп. Ой! Ой-ой-ой-ой! А тут я думаю, что я еще не падала. Окей. Попытка номер 2. Вау! Вау! О, слушайте, я сейчас как настоящий сноубордист. Вау! Ты все поняла. Поздравляю. Круто. Yes! После удачной тренировки инструктор помогает неопытному сноубордисту впервые спуститься по склону. Ты готова? Пока-пока. Я сосредоточена! Ну вот это должно было случиться. Но сноуборд – это реально тема. Но чтобы на нем научиться кататься, нужно больше времени. И учиться, учиться и еще раз учиться. А я хочу посмотреть, что тут еще есть интересненького. Ой, боже мой. А пока Вася набивала шишки на андоррских горных склонах, я времени не терял. Я тут узнал, что бюджетникам в Андорре по карману не хухры-мухры, а самый длинный в мире – Табатронг. Интригует. Табатронг – это длинная железная дорога для санок. Длина трассы почти 5,5 километров. Перепад по высоте достигает 400 метров, а скорость, которую эта машинка может развить – 40 километров в час. Ну вот, 15 евро и зеленая вагонетка смерти в моем распоряжении. Добрый день. Доброе утро. В принципе, все очень просто. Жмешь вперед, не тормозишь, орешь. Жмешь назад, тормозишь. Но тормозить это не мое. Тормозить это Васина. Я без тормозов.
Короткий инструктаж получен. Можно мчать. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой! Я сейчас съемяшусь в дерево. Ой-ой-ой-ой! Там вниз идет. В общем, 6 минут страха, отчаяния, холодного ветра в лицо, потрясающей красоты, и я на финише. Это было круто. Всё. Пойду выучусь на космонавта. Мои богатые снежные приключения на вертолете и борде не закончились. В клубе мне предложили еще одно супер необычное развлечение. Прямиком из сказки. Слышите этот лай? Я думаю, вы догадались, с кем это связано. Катание на собачьих упряжках – идеальное развлечение для тех, кто любит и животных, и живописные виды. Привет! Привет! Почему они так громко лают? Они хотят бежать. Им нужно двигаться. Они нас ждут. Езда на собачьих упряжках – один из самых старых и экстремальных видов спорта с животными. Именно собаки были первым транспортом в Андорре. Они доставляли грузы, почту и развозили людей. Please tell me. Пожалуйста, расскажите мне, не причинит им боль то, что они в упряжке? Нет, это специальные собаки для зимних условий. Это помесь северных и охотничьих собак. Они очень выносливы в экстремальных условиях. Обратите внимание, как он трогательный, с какой любовью он относится к этим животным. Я сначала переживала, думала, ну какая-то странная затея, все равно, да, вот так вот кататься, что-то там вот на этих собаках. А сейчас я вижу, что здесь все держится на любви. Так что не страшно будет кататься. Так, главное не перевернуться и не сломать себе шею. Вперед! Мои снежные псы, вперед! Боже мой, как страшно! Крутые повороты пошли! О! Так! Ух ты, что ж ты! О, я держусь! Ребята, как же круто! Кстати, такие покатушки устраивают не только для туристов. Сегодня в мире ежегодно проходят сотни гонок на собачьих упряжках. Вау! Это мы разогнались не на шутку! Да быстрее, пацаны! Да быстрее придем к финишу, тот получит от меня сосиску! Оп-оп-оп-оп-оп! Такое крутое развлечение! Я лежу, ничего не делаю, как Ванька-встанька, а меня везет моя собачья братва! На радость бюджетникам в Андорре есть бесплатное жилье, так называемые горные пристанища. Но, во-первых, находятся они высоко в труднодоступных местах, специально на случай, если вы заблудились, потерялись. А во-вторых, работают они в основном летом, потому что зимой очень холодно. Так что все равно мне придется раскошелиться. Мой потенциальный ночлег находится вдали от городской суеты на высоте 2000 метров. Он одиноко стоит на лужайке у подножья Пиренеев, окруженный хвойными лесами и горными склонами. Дошел. Добрый день.
Добро пожаловать. Койка здесь стоит 55 евро. Но во времена пандемии 35,5. Ну, пока что это выглядит то ли как строительный вагончик, то ли как ясли для детей лесорубов. Кстати, моя комната. Минималистичное украшение. Итак, комната на 8 человек, обшитая самым дешевым ДСП. Матрас, крошечное окно и душ с туалетом в конце коридора. Они хотели 55 евро за вот это? Я снял маску, чтобы вы лицезрели возмущение. 55 евро? За койку с матрасом? 55 евро за то, что вы меня вот за эти деньги поселили, блин, в шкафу? В шкафу-купе? Богатые туристы в Андорре не довольствуются малым. Для ночлега я арендовала себе большой дом в горах. Здравствуйте! Добро пожаловать. Держите ваш ключ и проходите. Спасибо большое. В моем доме есть кухня, гостиная, спальня и просторная ванная. И все это только мое. Кстати, это домик в классическом андорском стиле, который называется борда. И здесь все такое натуральное, уютненькое. Ух тышечка! И здесь, знаете, очень много мебели, которая, по ходу дела, около 100 лет. И вот она, моя почевальня! Но главная фишка моего номера – это панорамные окна, из которых открывается прекрасный вид на долину. Правда, сейчас ничего не видно, но утро вечера видовее. Как я тебя ждала, кроватка! Ой, как же я устала. Игорь, все, ступай в свою избушку. Васька спать. Окей, бай. Знаете, я за день так находился по карликовому государству, что хочется ночевать в уюте и тепле. Не в шкафу, а в уюте и тепле. Поэтому заночую тут. Да и к бокальчикам поближе. Доброе утро, Андорра! Из моего роскошного жилища можно наблюдать, как утро восходит над Пиренеями, открыть глаза с первыми лучами солнца, выпить кофе, глядя на заснеженные долины и просто сидеть так весь день. Но у меня другой план. Жаль, что в квартире воздух не такой клевый, как в горах. Решено. Приеду домой и возьму себе увлажнитель воздуха. Так, а найду я его на Е-каталоге. На сайте всегда можно найти товар по выгодной цене. А если прямо сейчас покупать не планируете, то можно сохранить список и в личном кабинете отслеживать динамику цен. А вдруг акция будет или просто подешевеет, еще и денег сэкономлю. Очень удобно. Попробуйте и вы. Ссылочка в описании. Доброе, но голодное утро. Отдав за ночлег 35,5 евро, о завтраке придется забыть.
Хотите? Хочу. Вот теперь доброе утро. Все равно же не ешь. Мы ж когда резко начинали, все попроще было. А сейчас из-за ковида черт куда проберешься. Еле-еле к вам приехали. Утро – это идеальное время для того, чтобы полежать. И не просто полежать, а принять ванну. И не просто ванну, а под открытым небом в лучшем спа-центре Андорры. Спорт Wellness Mountain Spa – это спа-центр, построенный на высоте почти 2000 метров, прямо на горячих источниках, бьющих из-под земли. Здесь находятся и бани, и массажные кабинеты, и зоны спа. Но самое прикольное – это видовой бассейн на открытом воздухе. Какой кайф, а? Прийти, расслабиться в спа, дышать вот этим чистейшим горным воздухом и смотреть на все это великолепие природы. Обожаю, когда так. Полный релакс и никаких лишних мыслей. Отвлечься разве что на бесконтактную оплату моей премиальной карты. Ну вот что я говорила. Быстро и удобно. С MasterCard всегда можно расслабиться и просто получать больше. Вы спросите, чего это ваш любимый ведущий путешественник опять пилит куда-то 4 километра? Да надоело мне все в вашей Андорре, брошу все, уйду в Испанию. Все, пришел. Испания. Я себе так и представлял. Это испанская деревня Ос-де-Сивис, которая со всех сторон окружена Андоррой. Несмотря на то, что тут так тихо и миролюбиво, история у этой земли с огоньком. Андорцы и испанцы никак не могли решить, кому будет принадлежать эта богатая пастбищами земля. И решили, чтобы не допускать массового кровопролития, выставить своих лучших бойцов. Ну и, как вы понимаете, 1-0 в пользу испанцев. Деревня небольшая, но очень живописная. По сути, это 5 десятков домов, большинство из которых построены в средние века и с тех пор практически не изменились. Долгое время эта деревня вымирала, пока сюда не зачастили любители всего долголежащего и заплесневелого французы, потому что вот такой деревенский отдых на природе им по душе. Тут построили гостиницы, открыли рестораны и сильвупле, господа, сильвупле. Деревня расцвела. Собак позаводили. Правда, сейчас улицы пустуют из-за пандемии. Вот так французы спасли испанскую деревню в Андорре. Разбирайтесь. На $100, конечно, в Андорре не разгуляешься, но вы попробуйте. Заветная бутылка от «Орла и решки» в Андорре будет ждать вас между церковью Святого Стефана и Министерством туризма. Здесь, на улице Каррер Доктор Виланова, под дорожным знаком «Круговое движение» и спрятан наш клад. Удачи! А я продолжаю бродить по испанской деревне Ос-де-Сивис. Весной в таких деревнях можно попасть на уникальный праздник Кальсатада. Что, в общем, значит, люди собираются в группы, жрут лук и дышат друг на друга. По сути, кальсатада – это массовая дегустация жареного лука, приготовленного на открытом огне.
На первый взгляд процесс приготовления выглядит незамысловато. Бросили в огонь и ждем. Если честно, это больше выглядит, что они хотят избавиться от лука, чем приготовить его. Но особенность не только в процессе приготовления. Для кальсатада используется не обычный лук порей или лук репчатый, а специальный сорт лука. Называется он кальсот. Когда только-только появляются вот эти зеленые побеги, лук тут же снова засыпают землей. Дело в том, что едят вот эту часть, и за счет этого она становится больше. Готовится лук-кальсот быстро. Каких-то 10-15 минут на решетке, и можно пробовать. Ать. Подача какая, а? Как будто бы упала черепица, и на нее сверху лук. Элегантно. Кстати, поедание лука-кальсот здесь тоже выглядит необычно. Для начала слюнявчик. Фу. Затем, чтобы еще не испачкаться, нужно надеть перчатки. Но мало того, теперь его нужно как-то по-особенному чистить. Официант сказал, что это должно быть эротично. Как будто бы снимаешь чулки. Едят жареный лук-кальсот с томатным соусом. Знаете, если бы я не видел процесс приготовления, мне бы не говорили, что это лук, я бы даже сначала и не понял. Думал, что ем какой-то овощ. Вот честно, по вкусу это может быть все, что угодно. Кабачок, баклажан, вареный сельдерей. Удивительно другое, что лук может быть отдельным самостоятельным блюдом. Ну а теперь вопрос. Зачем готовить? В чем же все-таки разница вот этого приготовленного на огне лука и сырого? Проверим. Ну, вот этот островатый, волокнистый, хрустящий лук, очень похож на наш зеленый. А вот этот сладковатый. В общем, они действительно отличаются. Не зря дымят. Чтобы поужинать, я еду в самый дорогой, самый модный, самый фешенебельный ресторан Андорры – Кокоснот. Кокоснот считается одним из лучших ресторанов Андорры. Здесь готовят блюда современной кухни с нестандартной подачей. Здравствуйте. Здравствуйте! Добро пожаловать. Этот столик для вас. Спасибо большое! Этот ресторан максимально аристократичный. Здесь, знаете, вот все сделано с иголочки, белые скатерти, все такое элегантное, бокальчики. Нет, знаете, лишних деталей. Итак, первое блюдо. Обалдеть! Господи, она волшебница! Я вообще... Это мороженое со вкусом грибов. Боже мой, и оно, представляете, оно раскрывается. Я сейчас буду плакать. Я такого никогда в жизни не пробовала. Второе блюдо. Смотрите, это нарезка свежепойманной рыбы, которая подается с соусом васаби, там, с цитрусовыми вот этими вот ароматами, вкусами. Что тут из вот такого эффекта вау, это, конечно же, подача. За нее просто 10 баллов. Еще одно блюдо.
точнее напиток. Друзья, это не десерт, как вы могли подумать. Это, записывайте новое словарное слово, дежестив. Надеюсь, я правильно сказала? Диджестив – это напиток, который подается после еды и способствует легкому перевариванию пищи. Вау! Сразу говорю, это похоже на чайный гриб со вкусом меда. Вуаля! Все гениально просто. А теперь я готова к десерту. Ну и, собственно, десерт. Вау! Дорогие телезрители, мне кажется, это сейчас будет что-то с чем-то. Трехуровневый десерт. Вот это действительно гастрономический оргазм. Нежнейшее вот это вот шоколадное пралине с вот этим глассажем из карамели. И вот сочетание с вот этим вот, казалось бы, на первый взгляд, кусочком хлеба, вообще-то это и есть хлеб, это просто фантастика. Десерт выше всяких похвал. Спасибо, Виктория. Это просто фантастика. Спасибо большое. Андорра – малюсенькая страна. Тут, в принципе, полстраны можно в автобус посадить. За 58 минут 29 секунд я проехала через всю страну. Такая она маленькая крохотулечка. Но это не значит, что в ней мало чудес. Вау, слушай, красиво. Вон, даже мужик уже который год сидит на холодном и восхищается этими пейзажами. Да она сама по себе может называться чудом. Прям такой горный, маленький зимний рай. Наделаю фоток и маме отправлю. Настолько рядышком подлетаем под этим горным хребтам, что кажется, как будто я могу дотронуться до них руками. Нереальная красота! Боже, какая маленькая страна, даже не все буквы входят. Антон, я тебя что-то еле Так, молодой человек, я узнала. не подаю, в этой стране это запрещено. Я женщина. Ой, это ты, вообще-то. Васька, как роскошно выглядишь. Ну как ты? Как? Ты скажи, ты хоть снег видел? Ну, в жизни видел. А тут-то нет. А я помимо снега видела роскошных, офигенно красивых людей, невероятную природу и удивительную кухню. Короче, Андорра просто меня покорила в сердечко. Я могу все то же самое сказать короче. Андорра. Ага. Маленькая страна, большие впечатления. Подожди, как ты это делаешь, чел? Ну, слушай, у меня эту фразу даже украло Министерство туризма Андорры. Еще до того, как я ее придумал. Увидимся на следующем чуде света. И уверен, что там впечатлений будет не меньше. Муа! Боже мой, До встречи. слушай, ты так сказал.